Цзинь Юань, спящий генерал Лофу Сянчжоу. Маяк силы и мудрости в огромной вселенной Ханкай Стар Рейл. В этом руководстве мы погрузимся в жизнь воина, превратившегося в почитаемого лидера, чьи стратегии и мощь не имеют в себе равных. Цзинь Юань, чье спокойное поведение скрывает яростный дотошный ум, вызывает уважение и преданность у самих звезд. Будучи первоклассным воином, Цзинь Юань вписал свое имя в аналы истории не только благодаря своей доблести в бою, но и дальновидному руководству. Как пятизвездочный герой, владеющий силой электричества и связанный с путем эрудиции, Цзинь Юань стоит в первых рядах облачных рыцарей, обеспечивая мир и стабильность в Лофу Сянчжоу. Цзинь Юань генерал среди 6 генералов Альянса Сянчжоу, и его полем битвы не только являются просторы космоса, но и сердца тех, кого он стремится защитить. Сегодня он направляет свою закаленную в боях мудрость на укрепление спокойствия и безопасности, превращая Лофу Сянчжоу в пристанище под своим бдительным взглядом. Цзинь Юань известен как спящий генерал. За его спокойствием скрывается бурная самоотверженность и точность. Под его руководством наступила эра беспрецедентного мира, и каждый житель Лофу Сянчжоу дорожит безмятежностью, которой он сейчас наслаждается. Но не стоит заблуждаться, что под спокойной поверхностью скрывается генерал, готовый развязать руки, если его народу будет угрожать опасность. Преимущество Цзинь Юаня. Высокий урон. Цзинь Юань умеет наносить значительный урон по нескольким целям с помощью Повелителя Молний. Его способность быстро уничтожать группы врагов повышает эффективность команды. Универсальность. Несмотря на то, что Цзинь Юань принадлежит к пути эрудиции, он способен справляться как с элитными врагами, так и с более сложными боссами благодаря урону, наносимому Повелителем Молний. Эта универсальность позволяет ему выступать в роли основного или вспомогательного ДПС персонажа в вашей команде. Гибкость оружия и созвездий. Цзинь Юань отлично справляется как с эпическими, так и с редкими оружиями, то есть конусами, демонстрируя значительную эффективность даже без продвинутых созвездий. Особенно хорошо проявляет себя на ЕС-0, то есть вообще без созвездий и идолонов. Недостатки Цзинь Юаня. Сравнительный урон. Если сравнивать Цзинь Юаня с персонажами с путем охоты и разрушения, то он может уступать им по количеству наносимого урона. Такие персонажи, как Пожиратель Луны, Цзин Лю или Блейд, могут превзойти его в прямом сравнении урона. Зависимость от Повелителя Молний. Умения и ультимативный урон Цзинь Юаня могут показаться недостаточными по сравнению с потенциальным уроном от ударов Повелителя Молний. Поэтому очень важно выбирать союзников, которые позволят ему безопасно накопить 6 ударов Повелителя Молний, чтобы максимизировать его боевую эффективность. Стоит ли выбирать Цзинь Юаня? Цзинь Юань выделяется как грозный ДПС персонаж, способный наносить большой урон по области с помощью Повелителя Молний. Он также может эффективно поражать одиночных врагов несколькими ударами Повелителя Молний, так как они могут помешать Повелителю Молний двигаться. Несмотря на это, Цзинь Юань остается мощным персонажем, способным уничтожить множество врагов, что делает его ценным дополнением к любой команде. Если вы отдаете предпочтение универсальному ДПС персонажу, способному адаптироваться к различным сценариям боя и вносить значительный вклад как в групповые, так и в одиночные сражения, Цзинь Юань заслуживает внимания. Его способность хорошо работает с разными снаряжениями и на разных уровнях созвездий, еще больше повышая его привлекательность, обеспечивая гибкость состава команды и стратегий. Лучшие сборки Цзинь Юаня. Лучший световой конус. До заката. Фирменный конус Цзинь Юаня, который не только усиливает его атаку, но и значительно увеличивает критический урон, что является редким преимуществом для конусов. Он особенно эффективен, поскольку усиливает удар Повелителя Молний, что делает его лучшим выбором по сравнению с другими световыми конусами всех редкостей. Альтернативные световые конусы. Ночь на Млечном Пути. Пятизвездочный световой конус, подходящий для зачистки групп врагов. Он идеально подходит для различных занятий, таких как путешествия по виртуальной вселенной и ежедневная добыча ресурсов. Остановись мгновение. Повышает урон от крита и общий ультимейт урон. В паре с набором планетарных украшений замерзшая Салсота значительно повышает роль Цзинь Юаня в команде. Зарождение себя. Направлен на усиление бонусных атак Повелителя Молний. Этот эпический конус отличная альтернатива, если у вас нет фирменного оружия Цзинь Юаня. Отдых гениев. Сосредоточен на увеличении сил атаки и урона крита Цзинь Юаня, дополняя возможности Повелителя Молний. Важность завтрака.
Четырехзвездочный вариант, повышающий исходящий урон, но менее эффективный, чем другие варианты, если не сталкивается с несколькими врагами для полной активации пассивного умения. День падения вселенной. Постоянно увеличивает силу атаки и может повышать критический урон, но требует стратегической игры, чтобы максимально использовать его преимущества. Реликвии и планарные украшения. Сжигающий дотла Герцог. Лучший набор пещерных реликвий для Цзиньюаня, повышающий урон от бонусных атак, что крайне важно, поскольку Повелитель Молнии – основной источник урона. Увеличение силы атаки напрямую выгодно Повелителю Молнии. Бенд испепеляющего грома значительно усиливает основной элемент и силу атаки Цзиньюаня, особенно эффективно при постоянном использовании раскалывающегося зенита каждый ход. Замерзшая Салсота. Лучший выбор для планарных украшений, увеличивающих урон как Цзиньюаня, так и Повелителя Молнии. Для полноценного использования этого набора необходимо достичь коэффициента крита 50% или выше. Небесный фронт Глатимер. Надежная альтернатива для увеличения силы атаки и общего урона, но для оптимальной эффективности требуется, чтобы скорость Цзиньюаня достигла минимального порога. Приоритет основных характеристик. Тело. Отдайте предпочтение коэффициенту крита или крит урона, в зависимости от того, какой показатель вам нужно сбалансировать, исходя из вашего остального снаряжения и бафов. Если коэффициент крита Цзиньюаня и так высок, увеличьте крит урон, чтобы увеличить урон от критических ударов. В противном случае увеличьте коэффициент крита, чтобы чаще наносить критические удары. Ноги. Скорость. Очень важна для Цзиньюаня, так как от нее зависит, как часто он сможет действовать в бою, что позволит быстрее набирать максимальное количество ударов для Повелителя Молний. Сфера. Сосредоточьтесь на уроне Электро, чтобы усилить урон, наносимый электрическими атаками Цзиньюаня. Поскольку его Повелитель Молний значительный источник урона, повышение урона Электро напрямую повысит его эффективность в бою. Веревка. Процент атаки. Основополагающий показатель для увеличения общей силы атаки Цзиньюаня, повышающий эффективность всех его атак, включая атаки Повелителя Молний. Цель состоит в том, чтобы создать сборку Цзиньюаня, который будет наносить сильные и частые удары, используя своего Повелителя Молний, как для контроля толпы, так и для нанесения направленного урона более сильным противникам. Для достижения этой цели очень важен баланс между коэффициентом крита и крит урона. Правило заключается в том, чтобы стремиться к коэффициенту крита, обеспечивающему постоянные критические удары, прежде чем вкладывать значительные средства в крит урон, чтобы эти удары были засчитаны. Баланс между этими показателями и достаточной скоростью обеспечивает Цзиньюаню быстроту действий в бою, позволяя стратегически правильно расставить Повелителя Молнии для достижения максимального эффекта. Процент атаки и урон Электро еще больше увеличивает его урон, делая его грозной силой в любой команде. Помните, что точный баланс этих характеристик будет зависеть от имеющегося у вас снаряжения и конкретных требований к составу вашей команды и стоящих перед вами задач. Возможно, потребуется внести коррективы в зависимости от динамики конкретных сражений или дополнительных сильных и слабых сторон вашей команды.